Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. ДНРовские, то бишь кремлевские, каналы обещают нам турецкий гамбит. Ну-ну. Во второй части ролика я расскажу о скоплениях, спойлер, отминусовываний мобиковских клоунов на бутылках. Ну окей, давайте представим. Что за трюк может нас удивить, а? Бубух на Донбассе? Мимо. Там наших хватает. Они внимательно следят и знают все позиции. Знаете, какой-то очевидный гамбит получается. Юг, как бы и сейчас там рубимся. Точечный калибр по Одессе встретим, потому что там и так все в курсе, кто забывает, тому прилеты регулярно напоминают. То же самое скажу про Николаев, который утюжит до сих пор. Неужто по Киеву? Ого, как свежо и неожиданно. Кто бы мог подумать, что бредящие былым величием россиянцы сюда сунуться могут снова? Эффект неожиданности. Ух, маневр уровня бог войны. Что-то между Джеймом Ланнистером и Робом Старком. Никто такого не предвидел. Как будто ты на застолье крикнул «А ну, все заткнулись!» и начал шушукаться с соседом о секретах. Но подобные маневры требуют будущих «Жигулей». Пока хватает. Скорее вопросы к качеству. Я не рядовых Иванах одноразовых. Я о тех, кто их ватагой должен как-то командовать. В России все меньше офицеров. Толковых тупо дефицит. А гамбиты требуют гениев, умеющих удивить противника. Их нет. Где офицеров брать будете, умники? Воскрешать научились, что ли? Или сами с того света вернулись? Если последнее, то бегом в Ватикан звоните, там обрадуются. Давайте честно. Когда у ЗСУ получилось под Киевом, русские ломанулись на Донбасс. Правда, там и до того воевали. Концентрация пошла вверх, но так это не сюрприз. Когда у нас начало получаться на юге, орки стали гнать технику, и туда тоже, ух, как удивили. Сейчас все время решают то ли на Донбассе упираться, то ли под Херсоном, туда-сюда гоняют лоботрясов и железяки, а нужного решения как не было, так и нет, одни расходы расходников. А тут Киев стоит. Только на этом участке уже бывало громко, и теперь тишь да гладь. Только на севере Украины жестикуляторов доброй воли пинками выгнали назад так лихо, что они и сунуться больше не смеют пока что. Издалека целиться по мирнику — это да, а это регулярно. А зайти и не вернуться — кишка тонка. Ох, удивили. Ну, ничего себе. Еще есть Сумщина, правда, на гамбит она пока что не очень тянет. Точка на карте известна. Неистовое желание врага зачистить столицу Украины ему ненавистной не секрет. И отсутствие внятных офицеров тоже заметно. А мы все ждем нового удара, типа неожиданного. Уж как-то догадались. Уверен, невезучим белорусам прием не понравится. Офицеров не хватает ни у них, ни у русских. Никто не вытащит с поля боя, лягут все. А еще пусть трижды подумают, на кого рот разинули. Это не февральская Украина с джавелинами. Это июльская Украина с химерами и цезарями. Недалеко от нас Мозырь, там завод по нефтепереработке. Джавелин туда не пульнет. Химера запросто. Это я не пугаю, лишь намекаю, как возросла цена гамбита. От Киева до Мозыря 244 километра. Окей, нам пока что не дали дальнобойного. Изолевска 177, Иванков машет табличкой 166 км. А ведь это не пограничный город, можно и по другим пунктам лупить в ответ. Вот что я называю сюрпризом. Угадай, стиралка-копатель, с какой руки? Угадал? Не угадал. Лови саечку за испуг. Еще угадай, что из сюрпризов уже дали на самом деле. Сюрприз. В общем, враг не умеет в сюрпризы, не умеет в подготовку, не умеет воевать, не умеет даже угрожать правильно чем-то реальным. У него получается лишь предавать. Но эта фишка работает строго однажды. С февраля тезис Лука и Уда нам уже известен, и шо? Помним. Не знаю, в чем здесь сюрприз. Наверное, Лукашенко должен выйти в футболке с бандерой и 40 минут петь «Кому вниз». Как только привыкнем, напасть. Ну, вы поняли. Короче, я бы не советовал устраивать здесь фестиваль шуток, а то и сами пошутим. Мосты под Херсоном вам в пример. Эти юмористы, впрочем, и в юмор не умеют. Шуток не могут ни понять, ни устроить. Эксперты регулярно говорят о такой составляющей, как человеческий ресурс у русских, мол, его не хватает. Хватает, не хватает, а всякие там Сережа Шойгу и Лавровы рассказывают о том, что наступление по всем фронтам не за горами, географические аппетиты РФ растут, и какие-то там онулидиги на Западе рассказывают, что в перспективе оккупируют даже Одессу и область. Что ж, контуберы, давайте углубимся в те цифры, о которых я вам сейчас поведаю. В середине июня в Украине присутствовало 108 БТГР российских оккупационных войск. К началу июля их стало 96, а к середине — 92. Все эти 16 БТГР были выведены из зоны активных действий для восстановления боеспособности. Ведь утратили они ее в связи с потерями.
Всего таких БТГР на восстановлении около 27. Но примечательно то, что некоторые из них восстанавливают свою боеспособность уже второй месяц подряд. Второй месяц, я не оговорился. Кроме этого, напомню, что 16 БТГРов за время вторжения в Украину полностью исчезли и восстановлению не подлежат. За прошедшую неделю на Харьковском плацдарме на территорию России, а именно в Уразово, что в Белгородской области, было выведено 4 БТГР. Среди них те бравые «Жигули», что оперировали в районах Изюма, Александровки и Забавного. Напомню, что Изюм на сегодня является основным плацдармом в планах РОВ реализовать наступление на Славянск. Но уже второй месяц у них идет что-то не так. Интересно, что именно? Уточню для тех, у кого с калькулятором проблемы. Да, сейчас на территории Украины уже не 92 БТГР, а 88. Теперь по самой России. Особенно последний месяц россияне тасуют свои силы и средства, размещенные в Украине между плацдармами, в попытке усилить те или иные позиции. Например, с Запорожской области вывели значительную часть сил и средств для укрепления Херсонского плацдарма, но ослабив Запорожский. Теперь пытаются за счет Донбасского плацдарма усилить Запорожский. Но почему не за счет сил и средств ресурсов самой же России? Да потому что их не хватает. Например, на прошлой неделе через Челябинск прошел состав с некоторым количеством военной техники, а именно 8 гаубиц Д-20, 4 гаубицы Гиацинт-Б, 6 РСЗО «Ураган», 3 РСЗО «Град». Мощный состав, не так ли? Пока дойдет до Украины, то таких гаубиц аннигилируют 100, а то и 2. Компенсация потерь? С 22-й центральной базы резерва хранения бронетанковой техники «Буй» в Костровской области готовятся к отправке в Украину эшелоны с танками Т-20, снятыми с хранения в количестве не менее 40 единиц. Что такое 40 танков Т-80 на театр боевых действий в Украине? Из республики Хакасия отправлен эшелон со снятыми с хранения 297-го Центра обеспечения мобилизационного развертывания Центрального ВО 36 единиц МТЛБ. МТЛБ. Основная ударная единица же. В Западном ВО все никак не могут завершить комплектацию 3-й АК. Сейчас для ускорения комплектования частей подразделений 3-й АК в Мулинский гарнизон направили не менее 5500 мобиков, собранных по закопалкам со всей России. И все равно этого количества не хватает. Данный корпус русские намерены применять на Харьковском плацдарме. Грубо говоря, их там в общем числе около 15 тысяч личного состава и не менее 700 единиц техники. Вот только в то время как технику смогли набрать в период с мая по июнь по складам и центрам хранения, личный состав по состоянию на середину июля все никак. Но с учетом утраты боеспособности российских БТГР с частотой примерно 2-4 БТГР в неделю и проблематичностью компенсации потерь, даже если этот корпус будет сформирован в августе, то он сможет лишь компенсировать накопившиеся потери к тому моменту, но не стать ударным, наступательным потенциалом, то есть максимум выполнять свои функции в обороне. Таким образом, тот потенциал, которым может оперировать российское командование, предельно достаточен для ведения обороны, но никак не наступления. Хотя буквально 2 месяца назад они действительно могли медленно, но уверенно наступать. Что же, сейчас они могут уверенно обороняться, именно уверенно. Что будет через месяц-два? Не удивлюсь, если они начнут уверенно отступать. Хотя нет, не так. Уверенно и настойчиво проявлять жесты доброй воли. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ставайте донаторами пенса, підпишіться і передивіться ролик на другому каналі 24UA Pens. Зробіть і тут, і там червону пімпочку сіренькою, потім тицніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходів каналів Пенс відправляє на перемогу. Тож це і буде ваш вклад в